На бетонной эстакаде под Оклахомой стоит обычный грузовик, только с антенной-тарелкой на крыше. 3 мая 1999 года экран внутри него показывает число, которого по всем прежним представлениям на поверхности Земли быть не может. 517 км в час. Это самый быстрый ветер, когда-либо измеренный на нашей планете. И вот что забавно, официально этого рекорда не существует. Дело не в ошибке. Радар в грузовике честно поймал скорость воздуха внутри воронки, где-то в 30 метрах над землей. Просто американская служба погоды оценивает силу торнадо не по ветру, а по разрушениям, которые он оставил. А разрушения меряют глазами эксперта, ходящего по обломкам. Так что число на экране радара живет отдельной жизнью от официальной таблички. Получается странная штука. В торнадо мы умеем измерить почти все, кроме того, что считается главным. С таблицами пусть разбирается служба погоды. Нам интереснее, откуда вообще берется такая скорость. Смотреть придется не туда, куда обычно смотрит человек, задравший голову на черное небо. Мы привыкли думать, что гроза – это про воздух, который рвется вверх. Теплый, влажный, легкий, он поднимается, и из этого рождается облако. Все так. Только сильный торнадо во многом рождается из воздуха, который идет вниз. И это не оговорка. Соберем грозу с нуля. У поверхности лежит теплый и мокрый воздух, пришедший, скажем, с теплого залива. Выше него сидит воздух сухой и холодный. Такая колода уже неустойчива. Теплая хочет всплыть, холодная хочет провалиться. Но одной неустойчивости мало, иначе торнадо крутились бы после каждого летнего ливня. Нужна третья деталь, и она самая хитрая. Нужно, чтобы ветер менялся с высотой. У Земли он дует слабее и в одну сторону, а на высоте в пару километров уже сильнее и под другим углом. Такой перекос называют сдвигом ветра. Что делает этот сдвиг, проще всего представить на карандаше, который лежит на столе и который вы катите ладонью. Слой воздуха у Земли движется медленнее, слой над ним быстрее, и между ними воздух начинает вращаться, как этот карандаш. Аналогия, конечно, хромает, карандаш твердый, а тут воздух крутит сам себя, никакой ладони над ним нет. Но направление вращения она показывает верно. Получается невидимая труба, лежащая горизонтально и крутящаяся вокруг своей длинной оси. Пока это не торнадо и даже не близко. Это спящее вращение, уложенное на бок. В дело вступает восходящий поток грозы. Он подхватывает середину этой лежачей трубы и задирает ее кверху, ставит вращение почти вертикально. Теперь у нас не просто гроза, а вращающаяся гроза. И у этого вращения есть имя – мезоциклон. Он огромный, несколько километров в поперечнике, и сидит высоко в теле облака. Если навести на такую грозу радар, увидишь, как половина ее ядра идет от тебя, а половина – к тебе. Метеорологи знают этот рисунок наизусть, потому что он говорит – тут может родиться воронка. Стоит уточнить, почему так везет единицам гроз. Обычная летняя гроза сама себя душит. Она поднимает влагу вверх, та проливается дождем ровно туда, откуда шел восходящий поток, и заливает собственный мотор. Через полчаса все кончено. А во вращающейся грозе наклон и сдвиг ветра разводят восходящий и нисходящий потоки по разным углам. Дождь падает в стороне, и мотор работает часами. Такую долгоживущую систему с единым вращающимся столбом называют сверхячейкой. До этого уровня дорастает лишь малая доля гроз, и только часть из них вообще роняет воронку. Для масштаба. Над Соединенными Штатами Америки за год проходит порядка 1000 с лишним торнадо, больше, чем над любой другой страной мира. По-настоящему разрушительных среди них единицы. Мне в этой теме больше всего нравится вот что. Мезоциклон крутится наверху, в паре километров над полями. А у самой земли, где стоят дома и люди, воздух еще спокоен. Между вращением в небе и тихой травой лежит зазор, который надо чем-то заполнить. Само по себе верхнее вращение вниз не спускается. Нужен механизм, который дотянет его до поверхности и там раскрутит по-настоящему.
Этим механизмом оказывается нисходящий поток с тыльной стороны грозы. По-английски его сокращают до 3 букв – RFD. И на снимках он иногда виден как светлая прорезь, обходящая воронку сзади. Сухой воздух втягивается в грозу с изнанки и проваливается вниз, а проваливаясь, тащит за собой закрученный воздух и как бы притягивает мезоциклон к земле. Вот этот сходящий вниз рукав, а не только красивый восходящий столб, чаще всего и запускает сильный торнадо. У сухого рукава есть еще и практический смысл. Оборачиваясь вокруг задней части грозы, он подтягивает с собой крупный град и капли, и вся эта масса рисует на экране радара характерный крючок. Метеорологи так его и зовут – эхо-крючком. По этому загнутому хвосту в ядре грозы диспетчер за столом решает, объявлять ли тревогу, еще до того, как хоть кто-то на Земле увидит воронку. Проще говоря, на экране все заметно раньше, чем глазами в поле. Казалось бы, чем холоднее и тяжелее нисходящий воздух, тем сильнее он ударит в землю и тем свирепее раскрутит воронку. Логично? Абсолютно. И неверно. Полевые измерения показали обратное. Чтобы торнадо вообще родился, тыльный поток должен быть лишь на пару градусов холоднее окружающего воздуха. Насколько именно на пару, тут до сих пор спорят, и я осознанно округляю. Но суть в том, что стоит потоку стать по-настоящему ледяным, и он просто расплющивает зарождающуюся воронку, растекается по земле холодной лужей и все гасит. Работает не грубая сила, а узкое совпадение температур. Если вам заходит такой способ разбирать явление, где важнее не громкое число, а тихая деталь, которая все решает, подпишитесь на канал. Я стараюсь докапываться до механики, а не пересказывать заголовки. Допустим, вращение дотянулось до Земли. Откуда тогда берутся эти 500 км в час? Из растяжения. Когда закрученный воздух оказывается в основании сильного восходящего потока, поток начинает вытягивать его вверх, как столб теста. А закрученный воздух, который растягивают в длину, обязан крутиться быстрее. Тот же трюк делает фигуристка. Она вращается на льду, прижимает руки к телу и без всякого дополнительного усилия ускоряется до размытого пятна. Физик поморщится на такое упрощение. У фигуристки руки, а у воздуха ничего, что можно прижать. Там за кадром остается закон сохранения момента. Но картинка честная. Трение о землю поджимает поток снизу, вращение сходится в тонкий шнур, и стрелки на радаре доходят до чисел, в которые трудно поверить. Вернемся к тому грузовику под Оклахомой. Торнадо 3 мая 1999-го прошел через Бридж-Крик и южные окраины Оклахома-Сити. Радар на колесах поймал внутри него сначала около 480 км в час. А после пересчета данных в 2021 году цифру подняли до 517. К самому числу стоит относиться спокойно. У него приличный разброс, плюс-минус пара десятков километров в час. Так что это оценка, а не показания спидометра. И есть вторая тонкость. Радар видел ветер не у самой травы, а на высоте в несколько десятков метров, где трение о землю еще не успело его затормозить. У поверхности скорость почти всегда ниже. Выходит забавная вилка. Приборы наверху ловят абсолютный максимум, а разрушение внизу оставляет ветер послабее. Поэтому, по строгой логике службы погоды, это измерение и остается отдельной цифрой, а не строчкой в официальной таблице. Что при этом происходит с домами, объясняет уже не скорость, а давление. В сердцевине сильной воронки оно падает так, что перепад может превышать 100 миллибар на считанных сотнях метров. Эта разница и срывает дом с фундамента, оставляя голую бетонную плиту. Тогда же кто-то в шутку заговорил про несуществующую шестерку на шкале, про торнадо, который якобы вышел за все рамки. Служба погоды отреагировала сухо. Рейтинг остается высшим из реальных – 5, и переписывать шкалу ради одного измерения никто не станет. Событие в тот день унесло жизни 36 человек, и после него впервые прозвучало особое штормовое предупреждение о прямой угрозе. Возле городка Эль-Рено, в той же Оклахоме, 31 мая 2013-го раскрутилась воронка шириной больше 4 километров, самая широкая за всю историю наблюдений. Одна она накрывала расстояние между двумя сельскими дорогами целиком.
И при всем этом официально ей поставили лишь среднюю оценку – 3 из 5. Причина почти административная. Воронка шла по полям, ломать там было почти нечего, а раз нет разрушенных крепких домов, то и высокого рейтинга по шкале разрушений не получить. Ветер внутри при этом бушевал под 500 км в час, а устроен Эль-Рено был совсем не как один столб. Внутри большого вращения крутились маленькие дочерние воронки, каждая шириной в 100 метров, и в них прятался самый жуткий ветер. Эти малые вихри ходили по сложным петлям, то замирая, то разгоняясь до почти 300 км в час относительно Земли. Самая быстрая такая пляска, что вообще удавалось задокументировать. Сам торнадо ползет по полю, а внутри него отдельные зубцы носятся кругами с этой скоростью, и предугадать, куда прыгнет такой зубец в следующую секунду, невозможно. Эта черта и сделала Эль-Рено таким коварным. 3 исследователей, годами подъезжавших к торнадо вплотную и ставивших приборы прямо на их пути, в тот вечер не сумели уйти от одного из внутренних вихрей, который резко сменил направление. Они стали первыми учеными такого профиля, кого догнала стихия в поле. И вот что дали их данные вместе с записями радаров. В таких случаях опаснее не гладкий вал ветра, а короткие, в доли секунды, удары дочерних вихрей, невидимых внутри дождя. В Джареле сильного сдвига ветра почти не было. Как раз поэтому этот техасский случай 27 мая 1997 года до сих пор раздражает учебники. Ветер на высоте в тот день был вялый, синоптики не ждали ничего экстремального. Зато у самой Земли скопилось чудовищное количество неустойчивой энергии, в разы больше обычной весенней нормы. Этого низкого запаса хватило, чтобы механизм растяжения сработал на полную. Помните фигуристку? Верх почти не помогал раскрутке, вся работа шла у поверхности, и она оказалась убийственно эффективной. Джаро вообще нарушал правила одно за другим. Почти все торнадо в этой части страны идут с запада на восток, потому что их несет общий поток. А этот пополз в обратную сторону, к западу и чуть к югу. И полз очень медленно, вдвое, а то и втрое медленнее обычного. В медлительности и была вся беда. Быстрый торнадо касается точки на земле и уходит. Медленный стоит над ней и перемалывает ее снова и снова. Над одним поселком воронка провисела около 3 минут. И за эти минуты содрала с полей верхний слой почвы по разным замерам на 40 сантиметров и глубже. Соскоблила асфальт с дорог, а крепкие дома унесла до голых плит, не оставив крупных обломков, только измельченный мусор. С определенного ракурса у этого торнадо было видно несколько отдельных ног, из-за чего за подобными многовихревыми монстрами закрепилось мрачное прозвище про идущего человека. Джарел затронул 27 местных жителей и до сих пор остается самым южным торнадо высшей категории в стране. Для науки он ценен как доказательство. Свирепость воронки задает не только красивый сдвиг наверху, но и то, сколько энергии удается вытянуть и растянуть у самой Земли. 18 марта 25 года через Миссури, Иллинойс и Индиану прошло что-то, у чего до сих пор нет ни одной надежной цифры скорости ветра. Зато есть детективная загадка. Это событие держит сразу несколько рекордов. Самый длинный след на Земле – около 350 километров по старым оценкам. Самая высокая скорость движения вперед за сотни километров в час, местами под 120. И самое большое число тех, кого затронула трагедия – почти 700 человек, хотя сама эта цифра гуляет. Где-то пишут 689, где-то заметно больше, потому что учет тогда был так себе. Две скорости тут легко перепутать. Одно дело, как быстро крутится ветер внутри воронки, совсем другое, как быстро сам столб едет по карте. Обычно торнадо плетется со скоростью велосипедиста, и от него в теории можно отъехать. А этот мчался быстрее машины на проселке. Люди в городках на его пути просто не успевали ничего сообразить. Хуже того, материнская гроза к тому моменту стала из тех, что прячут воронку за стеной ливня. Свидетели рассказывали, что видели непривычный черный хобот,
а надвигающуюся серую муть, похожую то ли на туман, то ли на пыльную бурю. Ни предупреждения, ни узнаваемого силуэта, ни времени. Долгое время считалось, что это был один непрерывный торнадо, проехавший 3 штата без единой паузы. Но современная наука относится к такому скептически. Столб, живущий 3,5 часа, слишком уж выбивается из всего, что мы знаем про срок жизни воронок. Не раз оказывалось, что за сверхдлинными следами стоит не один торнадо, а целая семья, где старый вихрь гаснет, а рядом рождается новый. И на карте это сливается в одну черту. Группа исследователей несколько лет разбирала старые газеты, карты земельных участков и рассказы очевидцев. Итог, который мне кажется честным, такой. На протяжении как минимум 240 километров разрывов в разрушениях не нашли. А значит, даже по самой строгой оценке это остается самым длинным непрерывным следом в истории. По краям же, возможно, поработали отдельные вихри той же семьи. Полной ясности тут до сих пор нет, и это нормально. Представьте 2 грозовых облака на радаре, почти близнецы. У обоих влажный горячий низ, сухой верх. У обоих закручено ядро, у обоих виден намек на крючок. Одно роняет воронку и сдирает асфальт. Второе бурчит, проливается дождем и уходит ни с чем. А вся разница может прятаться в паре градусов того самого нисходящего воздуха. Да в том, успел ли восходящий поток растянуть закрученный столб раньше, чем холод его придавил. И заранее отличить первое облако от второго пока толком не выходит. Где соберется вращающаяся гроза, мы видим неплохо. А какая из десятка одинаковых с виду башен доведет дело до конца, до сих пор во многом угадайка. 517 км в час радаром уже поймали. Сказать заранее, будут они или нет, все еще не умеем.